Ребята, всем привет! Меня зовут Роман, и вы смотрите канал Видеолепка. И сегодня я буду лепить новые объекты SCP. Все видео с лепкой этих объектов находятся в отдельном плейлисте, ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Первым я слеплю объект SCP под номером 1128 «Водяной ужас». Для лепки буду использовать твердый скульптурный пластилин серого цвета. SCP-1128 представляет собой сущность, проявляющуюся в виде крупного океанского хищника любому, кому дано полное описание внешности существа. Лица, инфицированные SCP-1128, проявляют отвращение к деятельности, связанной с погружением тела в воду, такой как купание или плавание. Если субъект когда-либо будет погружен в воду, он полностью исчезнет под ее поверхностью, независимо от фактической глубины. Через некоторое время субъект появится на поверхности и отчаянно попытается выбраться из воды. Хотя в некоторых случаях в воде появляется кровь и останки, анализ которых подтверждает, что они принадлежали субъекту. Уцелевшие утверждают, что они переместились в огромный океан, где их преследовал SCP-1128. Интервью с этими людьми несет в себе определенный риск дальнейшего распространения заражения SCP-1128. Инфекция может быть излечена с помощью амнезиаков класса С. Вот такая информация по этому объекту, ну а я продолжаю лепку. Кстати, ребята, если вы хотите, чтобы я слепил и другие объекты SCP, то пишите в комментариях какие, и также ставьте лайк. Давайте наберем 10 тысяч лайков. Самое сложное в этой фигурке – слепить голову. Внутреннюю часть рта я подкрасил пластилином красного цвета. Зубы буду лепить из белого пластилина. Голова готова, теперь прилепим все плавники. На спине у этого водяного монстра есть два вот таких длинных отростка. В общем, вот такой объект SCP-1128 «Водяной ужас» у меня получился. Следующим я буду лепить объект SCP под номером 957 «Наживка». Этот объект достаточно популярен, и на его лепку было много запросов. Для лепки этой фигурки я смешаю серый, белый и коричневый пластилин. SCP-957 является гуманоидным существом. Рост существа составляет приблизительно 2 метра, а его масса оценивается примерно в 75 кг. У существа отсутствуют многие внутренние органы. Как это видно, сквозь большое отверстие в брюшной полости. Ему не требуется сон или питание. Это существо понимает устную речь и может говорить по-английски, но предпочитает общаться на неизвестном языке. Открытой враждебностью по отношению к сотрудникам фонда замечено не было, но существо часто отказывается от интервью и экспериментов. Попытки насильственного принуждения SCP-957 к этому не увенчались успехом из-за непропорционально высокой силы существа. SCP-957 всегда обитает в доме с человеком, живущим в одиночку. Когда человек, который живет с SCP-957 умирает, то существо исчезает из этого места и перемещается к другому одинокому человеку. Он насильно пропустит его через портал в своем туловище, где тот будет находиться около 4 часов. После этого человек ослепнет, а его память будет подвергнута значительным изменениям. Такие люди обычно утверждали, что были слепы на протяжении всей их жизни и могут уверенно пользоваться азбукой Брайля и будут отлично приспособлены к жизни без зрения. Также они будут верить в то, что SCP-957 является их близким родственником или лучшим другом. Раз в месяц такой человек появится в оживленном месте и начнет симулировать беспомощность, связанную со слепотой. Это делается для того, чтобы заманить людей к себе домой.
Если у него успешно получится обманом привести человека в дом, он запрет двери, громко возвестит о своем прибытии. После этого SCP-957 подойдет к человеку и окружит их двоих черной сферой. Эта субстанция состоит из неизвестного вещества и полностью непроницаема. Эта сфера пропадает примерно через 30 минут. Обычно за это время жертва подвергается значительным физическим изменениям. В 30% случаев человек преобразуется в несколько куч органов, разложенных по принадлежности к разным системам организма. SCP-957 использует их, чтобы приготовить человеку еду. В оставшихся 70% тело сжигается в домашнем камине. В общем, ребята, вот такой опасный объект. Я думаю, наживкой его назвали потому, что он использует человека как наживку. Ну а что вы об этом думаете, можете написать в комментариях. Вот таким образом у меня получился объект SCP под номером 957 «Наживка». Далее буду лепить объект SCP под номером 334 «Звездный лис». Для лепки этого объекта мне понадобится пластилин оранжевого цвета, красного, белого, желтого и немного голубого цвета. SCP-334 представляет собой небольшое облако перегретой плазмы, размерами и формой более всего напоминающее рыжую лисицу. Тело объекта внешне напоминает клубы пара или огня. Волокна тела флуоресцируют в красной и оранжевой областях спектра, глаза в синей области. Объект имеет незначительную массу и не обладает никакими речевыми органами. SCP-334 считает, что на самом деле является лисой и проявляет типичное для лисы поведение. SCP-334 был обнаружен недалеко от места падения метеорита. Поскольку SCP-334 состоит из перегретого ионизированного газа, его содержание невозможно без использования сдерживающих магнитных полей. Есть свидетельство того, что SCP-334 способен контролировать выработку тепла. Объект может совершать рывки со скоростью около 160 км в час в течение примерно 10 секунд. Однако это приводит к рассеиванию массы объекта, что вынуждает его отдохнуть на время восстановления. Объект питается, преобразовывая вещество в плазму и поглощая его. Небольшое количество энергии он получает через преобразование воздуха в ионизированный газ, хотя этого недостаточно для его насыщения, поэтому необходимо дополнительное питание. Эту фигурку я установил на подставку, которую слепил из фиолетового пластилина. Снизу прилеплю картон, чтобы подставка не прилипала к столу. Теперь слеплю шерсть на мордочке. Глаза у этого лиса голубого цвета. Сначала делаю небольшие углубления для них. Из белого пластилина сделаю блики на глазах. При помощи желтого пластилина подкрашу внутреннюю часть ушей. Теперь нужно придать нашей фигурке лиса такой вид, как будто она состоит из плазмы или огня. Для этого я сначала немного подкрашу нашу фигурку белым пластилином, а потом налеплю на нее желтые и оранжевые язычки огня. Вот такая фигурка звездного лиса SCP-334 у меня получилась. Далее я буду лепить объект, на который от вас пришло тоже очень много запросов. Этот объект под номером 066 и называется он «Игрушка Эрика». Для лепки этой фигурки из пластилина мне нужно скатать много тонких и длинных жгутиков. Для этого я буду использовать пластилин красного и розового цвета. SCP-066 – это бесформенная масса спутанных нитей весом приблизительно 1 кг. Нити SCP-066 можно отделять от общей массы и манипулировать ими. При этом объект издает звуки из диатонической гаммы.
В экспериментальных целях было принято срезать ножницами небольшую часть SCP-066. Однако, сразу после начала эксперимента SCP-066 откатился на 1 метр, после чего остановился и издал непонятный писк. Когда от объекта снова попытались отрезать кусок, SCP-066 откатился прочь и произнес фразу «Ты Эрик?». После этого SCP-066 принял свою нынешнюю форму и начал издавать громкий, неприятный звук. SCP-066 начал демонстрировать поведение, крайне противоречащее его предыдущим свойствам. У него появилась способность к передвижению на очень большой скорости. Также у него появились глаза, способные поворачиваться вслед за движущимися объектами и источниками света. Когда в комнате, содержащей SCP-066, полностью отключили свет, сотрудники сообщили о том, что слышали громкое дыхание позади себя, но источник звука виден не был. Когда объект не производит аномальные эффекты, он постоянно произносит имя Эрик низким голосом. Вот такой объект SCP-066 у меня получился. Ребята, спасибо вам всем за лайки и комментарии. Также будет очень круто, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Ссылочки на нашу группу ВКонтакте и Инстаграм есть в описании под этим видео. Если вам интересно, то можете подписаться. Приветы от нас сегодня получают Коля 4, Pixel Games и Skipper Best. Ребята, передаем вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся и желаем всем вам отличного настроения.